Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, с этими ноготками мы с вами уже знакомы. Этот дизайн на канале мы с вами делали. Ссылочку, подсказочку оставлю вверху экрана, посмотрите. Сегодня мы на этот дизайн будем делать коррекцию. Коррекцию будем делать и будем делать сразу же выкладной белый френчик. Всю эту работу мы будем производить при помощи акрилатиков, они же полигели, они же акригели. В общем, это все один и тот же материал, и именно при помощи его мы будем делать коррекцию. Для того, чтобы правильно откорректировать нарощенные ноготочки, нам необходимо убрать старый материал, убрать все имеющиеся отслойки, если они вдруг где-то есть, взрыхлить натуральный ноготочек, взрыхлить чешуйки натурального ногтя, которые называются... Как называются чешуйки натурального ногтя? Напишите в комментариях. Далее, как обычно, мы отодвигаем кутикулу, вычищаем птериги при помощи фрезы и переходим непосредственно к моделированию. Сегодня наша работа слегка осложнена отсутствием мизинца. Мизинец нам придется нарастить заново. Поэтому мы подставляем форму, вырезаем ее по форме натурального ноготочка и обязательно делаем насечки в районе точек вростов, для того, чтобы выпустить боковые валики, чтобы форма у нас стала максимально правильной и корректной. Обратите внимание, как я делаю насечки. Я подставляю ножнички под углом 45 градусов по отношению к форме именно в точке вроста. И из этих точечек делаю насечки, таким образом выпускаю боковой валик наружу, и моя форма становится уже, чем натуральный ноготок. Далее, в принципе, можно было моделировать и без подложки, сразу же выкладывать язычок удлинения, выкладывать белый кончик, но поскольку у нас коррекция и большинство ногтей у нас готовы, лучше и проще сделать подложечку на этом ноготке и потом все 10 пальчиков конвейерным методом моделировать. Итак, мы хорошенечко просушили нашу подложку в лампе, вытащили ее и переходим непосредственно к моделяжу. В данном случае моделируем акрилатиком. В первую очередь камуфлирующим акрилатиком выкладываем ногтевое ложе в форме нашей будущей улыбочки. Вот здесь очень важно проконтролировать высоту ногтевого ложа для того, чтобы сразу же заложить высоту апекса. Мы моделировать будем в одну капельку, ничего больше докладывать не будем. Поэтому нам необходимо сразу же установить высоту наивысшей точки и сделать ровненький, красивенький бортик нашей будущей улыбки. Обратите внимание на отсутствие зернистости в данном материале. Это очень хорошо для выкладного френча, потому что зерно в основном при перекрытии финишем видно. Ссылочки на все используемые материалы, как обычно, ищите в комментариях, а мы же тем временем смешиваем материал для белого кончика. Мне стало просто скучно сделать обычный выкладной белый френч, поэтому белый материал я решила немножечко усложнить. Каким образом? Во-первых, я подмешала туда светящийся в темноте пигмент, и это опять же стало небольшим сюрпризом для моей клиентки. Ей, кстати, тоже очень понравилось. Кстати, вот такие вот вещи в качестве светящегося пигмента очень удачное решение, когда вы знаете свою клиентку и хотите ее чем-то порадовать. Потому что такие штучки, они завлекают, они нравятся клиентам, они их слегка шокируют. Ну, в общем, создают приятное ощущение.
Итак, в белый акрилатик мы подмешали светящийся в темноте пигмент и голографический мелкий глиттер. У нас получается светящийся в темноте белый блестящий френчик. Именно этим материалом мы будем достраивать белый кончик. Опять же, белый кончик мы будем выстраивать сразу же во всю высоту нашего готового ноготочка, для того, чтобы потом ничего уже не докладывать. Поскольку френчик у нас будет очень-очень коротенький, и я побоялась слегка потерять усики, я решила зону улыбки отбить белой гелевой красочкой. Это подчеркнет район усов моего будущего френча, и они у меня никуда не выпилятся. Кстати, лайфхак для того, у кого вдруг не получается работа в этой зоне. А теперь переходим к опилу. Сперва черновой опил производим при помощи фрезера. В данном случае, чтобы не пилить руками, мы возьмем машинку и явно лишний материал снимем фрезой. В данном случае нам необходимо выровнять нашу будущую площадочку и собрать немножечко материал по боковым сторонам, потому что он там разъехался. Далее уже начисто будем опиливать пилкой. А тут случился небольшой казус, у нас выключили свет, поэтому оставшийся дизайн пришлось доснимать на телефон. Итак, рисуем морковые цветочки. Морковые цветочки — это потрясающе красиво, очень легко, быстро и просто, потому что буквально в одно движение кисточки у нас получается сразу же лепесток нашего будущего цветка. Поэтому берем и вырисовываем цветочную композицию. На кисть набираем сразу же 2 красочки. Благодаря этому у нас получается светотень в нашем мазочке. Для того, чтобы цветочки смотрелись более объемными, добавляем в центр еще немного темной красочки. Добавляем и растушевываем. Рисую в данном случае пастами. Их безумнейшая пигментация как раз подходит для работы в данной технике. Потому что следующим моментом мы берем пасточку и при помощи нее высветляем дополнительно лепесточки. Можно было взять еще и кисточку помельче, сделать несколько мазочков в каждом лепестке. Тогда лепесток получился бы еще более резаным и интересным. Но я здесь об этом подумала, когда уже все нарисовала.
Перекрываем ноготочки финишным покрытием и переходим к прорисовке. Очень мелкими тонкими линиями обрисовываем наш цветочек. Получается очень нежный и красивый дизайн. Итак, вот такие вот коротюсенькие ноготочки у нас получились. Клиентка ушла довольна. Эту клиентку я уже на коррекцию видела. Все хорошо, замечательно относилась. Поэтому смотрите скоро на канале коррекция на этот выкладной френчик. У меня же на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!